Добрый вечер, мы из Украины. И я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится. И тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке. И сегодня на календаре 3 января, киевское время, 18 часов. Итак, начну с исправлений. Вчера что-то я так от щедрости добавил тактико-технических характеристик шахеду. Летит он действительно 180 километров, это его крейсерская скорость, 200 километров в час это его максимальная скорость. А я оговорился, сказал намного, в несколько раз больше. Поэтому нет, шахед тихоходное, дребезжащее средство, которое может принести много вреда. Итак, по оперативной обстановке. Российские оккупанты продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства. Противник не отказывается от планов по выходу на административную границу Донецкой области. Основные усилия сосредотачиваются на поддержании наступательного потенциала и пополнении потерь. В частности, за счет мобилизованных. Надо отметить, что еще одна политическая задача, поставленная Путиным накануне Нового года, а именно захват Донецкой области в ее административных границах, была сорвана нашими вооруженными силами обороны Украины. Так будет корректнее и правильнее сказать. Но они не отказываются от этой своей цели. С целью оказания давления на руководство и население нашего государства враг наносит авиационные и ракетные удары, а также артиллерийские обстрелы по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения на территории Украины. Тем самым нарушает нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 52 авиационных удара. Совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Все 6 ракетных, а также 30 авиационных ударов нанес по гражданской инфраструктуре. Кроме того, все 27 беспилотников типа «Шахед», которые были применены в течение этих прошедших суток, были сбиты силами обороны Украины. Сегодня у нас 100 из 100. Кстати, цифры, вы задаете вопрос, почему там цифры разнятся. Летело там столько-то, сказали, что всех сбили, а потом я даю цифры, те, которые дает Генеральный штаб. И кто бы там что ни говорил, посмотрите, откройте информационную сводку, и вы увидите, что те цифры, которые я озвучиваю, они совпадают со сводкой Генерального штаба. Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины. Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении, предпринимает попытки улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях. Усиливает группировки на Новопавловском направлении за счет переброшенных подразделений с Херсонского направления. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Белогоровка Луганской области, Раздолевка, Солидар, Красная Гора, Подгорная, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Марьинка Донецкой области. По оперативным направлениям. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. В других направлениях противник ведет оборону ранее занятых рубежей, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений сил обороны Украины, одновременно обстреливает позиции наших войск и гражданских объектов вдоль всей линии соприкосновения. На Северском и Слобожанском направлениях
артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей. То есть здесь ситуация не меняется, противник ведет огонь. На Купянском направлении противник, идут позиционные бои, там немного спала боевая активность. И противник ведет обстрелы всеми видами артиллерии, которые у него есть в наличии. Мы, естественно, отвечаем, идет обмен огневыми ударами и позиционные бои. На Лиманском направлении то же самое. Линия фронта не изменилась. Ситуация статус-кво сохраняется с предыдущих суток. Идут позиционные бои. На Бахмутском направлении враг возобновил попытки проникнуть в частный сектор города Бахмута. К сожалению, потеряна позиция возле автоматической заправочной станции и в районе Синята. Это, я так понимаю, это, по-моему, либо район, либо завод, который находится на окраинах города Бахмута. Ситуация после боев на участке Солидар-Яковлевка пока уточняется. То есть там идут ожесточенные бои, и где становится сегодня, бои продолжаются, где становится сегодня линия фронта, будет она колебаться или нет, на пока точных данных нет. На линии Солидар-Яковлевка идут продолжаются ожесточенные бои в попытках противника прорвать или продавить нашу оборону. Прорывом это уже назвать как бы невозможно. Бои в районе Клещиевки и в Опытном продолжаются. Здесь тоже ситуация очень, очень напряженная. Российские войска, тут не российские, в основном наемники частных военных компаний или частной военной компании продолжают пытаться атаковать наши позиции. Появилось видеодоказательство того, что мы отбили в районе Белогоровки одну позицию у врага. Появилось видео, демонстрирующее, что противник потерял эту позицию в населенном пункте Белогоровка. Далее, Авдеевское направление. Не прекращаются попытки штурма в районе Красногоровки и Каменки. Это два самых таких горячих места на всем Авдеевском направлении. В остальном идут позиционные бои, линия фронта не колеблется. На Новопавловском направлении противник, Новопавловское, Запорожское направление, ситуация статус-кво сохраняется, особых изменений на линии фронта нет. Идут позиционные бои и продолжаются обмены огневыми ударами артиллерии и авиации. На Херсонском направлении тут есть изменения. Противник не прекращает производить обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр на всю глубину досягаемости артиллерии. Мы пытаемся вести контрбатарейную борьбу для того, чтобы подавить или поразить огневые точки противника, с которых он ведет обстрел правого берега. И вчера появилась информация, я так понимаю, надо разъяснить. Вчера появилась информация о том, что наши войска якобы заняли Большой Потемкинский остров. Но надо уточнить, что мы заняли плацдарм, небольшой плацдарм. Он, кстати, для понимания размеров этого плацдарма, я вам рекомендую обратиться к карте Deep State Maps и посмотреть. Они специально нанесли на карту этот плацдарм, где наши военнослужащие подняли флаг. И, кстати, там пресс-секретарь Южного командования оперативного, она обращает внимание на то, что военнослужащий, наш солдат на видео говорит о том, что он поднимает флаг, а не о том, что остров перешел под контроль ВСУ. Нет, мы заняли там небольшой плацдарм на этом острове. Почему? Потому что он ближе находится к левому берегу.
И это очень удобное место. Противник использует это для размещения артиллерийских средств огневых для нанесения ударов по Херсону и его окрестностям. Если мы будем контролировать остров, у нас будет либо возможность, во-первых, мы прогоним оттуда противника, и он не сможет наносить оттуда огневые удары. Во-вторых, мы сможем там накапливать войска для дальнейшего продвижения на левый берег. Так что внимательно слушайте то, что говорят официальные источники, и мы заняли плацдарм на вот этом самом большом, я так понимаю, это самый большой остров в дельте реки Днепр. Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение подразделениями сил обороны Украины 31 декабря живой силы и военной техники противника в районе населенного пункта Чулаковка Херсонской области. Потери противника составили около 500 военнослужащих ранеными и погибшими. Это в Херсонской области. 1 января 2023 года подразделениями сил обороны Украины произведено огневое поражение личного состава российских оккупантов в районе населенного пункта Федоровка Херсонской области. Количество потерь врага уточняется. Ну, все обсуждают еще, я добавлю сюда Макеевку, огневой удар по Макеевке. Но там я сейчас скажу, что более батальона даже, более чем батальон мобиков прибыл на усиление войск. И я так понимаю, что наша разведка это все вычислила. И мы нанесли очень тоже успешный огневой удар. Потери исчисляется там около 400 по некоторым данным, официально пока цифра не называется, но около 400 убитыми и около 300 ранеными. Но там в Макеевке есть одна особенность. Впервые за все время вот этой полномасштабной военного вторжения России в Украину, впервые Министерство обороны Украины официально признает потери. Кстати, это первое изменение потерь с сентября месяца. С сентября месяца российские войска не понесли никаких потерь. Как была там цифра 5000 с хвостиком, 5300 там с хвостиком, так она осталась до вот вчерашнего дня, когда Министерство обороны, они признали 62 потери, составляют 62 военнослужащих. Вот. Хотя там получился такой симбиоз, я бы сказал, даже, наверное, гремучая смесь. Мало того, что они расположили в общежитии личный состав, они вокруг общежития расставили те машины, на которых они ехали. И часть из этих машин была с боеприпасами. Это колонна тентованных грузовиков, мы ее отслеживали еще от самого Донецка. Как только она зашла на территорию Украины, в Украину с Ростовской области, она шла на Донецк, потом повернула вот сюда на Макеевку. И соответственно получилось, кроме огневого удара, еще получилась детонация боеприпасов, что и добавило масла в огонь на момент нанесения огневого удара. Но более подробно мы поговорим об этом, о потерях, именно как формируется цифра. Мы поговорим чуть позже, там есть вопрос. Задал один товарищ, я так понимаю, из России. Я на него постараюсь ответить сегодня. Итак, продолжаем. Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов. За прошедшие сутки наши защитники сбили вражеский вертолет К-52 и 3 разведывательных беспилотника типа Орлан-10. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за прошедшие сутки произвели огневое поражение района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также радиолокационной станции врага. Вот по носителям ракет «Калибр» сразу отмечу и отвечу. Отмечу то, что в Черном море 0 носителей «Калибров» сейчас в открытом море, в Азовском тоже 0. По Каспию данных нет, а Средиземное море я бы пока в расчет не брал. Не знаю, почему она стала появляться в сводке. И
Вот теперь вот отмечу и отвечу. Вот теперь отвечу вторая часть вот этого пункта о носителях ракет «Калибр». Вот сейчас, допустим, в сводке числится, что в Средиземном море 5 носителей «Калибр», общий залп которых может составить до 70 ракет. Ну, естественно, это вызывает волнение у наших граждан. И задают вопросы, как они попадают в Черное море, как они попали в Средиземное море, и что же делать дальше и как быть. Смотрите, на сегодняшний день реальную прямую угрозу для нас составляют носители ракет «Калибр», которые находятся в акватории Каспийского, Азовского и Черного морей. Почему постоянно меняется состав кораблей в Черном море? Потому что основная группировка российских войск, эскадры Черноморского флота, находится в Черном море. Она периодически меняется. Какие-то корабли выходят в открытое море, какие-то уходят в пункты базирования. Это порты Крыма и это порт Новороссийск. Какая-то часть эскадры находится в Азовском море. И есть Каспийская флотилия у Российской Федерации, которая располагается на самом Каспии. Долго держать корабли в море они не могут. Это маленькие корабли. Им надо пополнять запасы пищи, топлива и воды. Плюс сейчас период штормов, зима. Очень холодно, а корабли, которые являются носителями калибров, им нужна перезарядка. После залпа они уходят на перезарядку. Это можно сделать только в стационарной базе на береговой. Это либо Новороссийск, либо Севастополь. В последнее время, после того, как в Севастополе стали очень часто появляться бавовна, они стали перезаряжаться в Новороссийске. Вот поэтому меняется количество кораблей постоянно в акватории Черного моря, поэтому меняется количество носителей ракет «Калибр». Сегодня их 0. Они где-то либо жмутся к берегам Российской Федерации, туда прячась за Ялту дальше, и боясь выйти в юго-западную часть Черного моря, потому что мы ее контролируем нашими ракетными комплексами «Нептун» и «Гарпун». Вот. Что касается кораблей в Средиземном море, откуда они там взялись? Российская Федерация арендует военно-морскую базу у Башара Асада в Сирии. И там базируется какая-то часть военно-морских сил с разных флотов Российской Федерации. И перед началом вооруженного вторжения, массированного вторжения, Российская Федерация с Балтийского и Северного флотов перегнала некоторые корабли, которые являются носителями ракет «Калибр». Также были корабли с Тихоокеанского флота. Они недавно ушли. Месяц назад где-то было сообщение о том, что корабли Тихоокеанского флота ушли на базу. Там проблемы с техническим состоянием самих кораблей, с их боевыми возможностями. Поэтому Россия уже не тянет финансово их содержание в Средиземном море. Они ушли. А то, что осталось корабли, из них 5 носителей ракет «Калибр», они на сегодняшний день не могут быть применены Российской Федерацией. Почему? Потому что для того, чтобы осуществить пуски по территории Украины, им надо пролететь воздушное пространство Турции. С учетом того, что российские ракеты имеют свойство падать, не долетая до цели. Кстати, я напомню, что когда из Каспия Россия пускала ракеты по объектам в Сирии, они тогда сказали, что все успешно, но они забыли упомянуть, что 4 ракеты упало где-то в горах Ирана. Они через воздушное пространство Ирана пускали. И в горах Ирана где-то упало 4 ракеты. То есть надежность этих ракет очень низкая. И я думаю, что, во-первых, Турция не разрешит через свое воздушное пространство этими ракетами, чтобы они летали. А во-вторых, и Россия, вряд ли Путин рискнет. Не дай бог, эта ракета упадет на территории Турции. А если взорвется? А если убьет турецкого гражданина? Что тогда? Как это будет? Поэтому я пока не брал бы. Надо знать, что они там есть, но в расчет количества ракет, которые могут быть в залпе, я бы, наверное, не брал. Потому что когда называют цифру 100 ракет, залп может составить порядка 100 ракет.
понятно, что у любого человека возникает чувство страха и неуверенности. Это естественно. Ну что ж, на этом военные новости мы с вами закончим. И у нас есть еще несколько военно-политических новостей, которые в том числе касаются и Украины. И первая новость не совсем хорошая, а та, что все-таки, я так понимаю, Турция избирает путь империализации страны. Все-таки они где-то там, видно, в глубине души вынашивают идею Османской империи. Почему такое складывается впечатление? Потому что, во-первых, Турция пытается доминировать на Ближнем Востоке. И я неоднократно говорил о том, что это Реджеп Таип Эрдоган, скорее всего, новый диктатор Ближнего Востока. Второе, он очень много поотменял светских законов и ввел законодательство ориентируется больше на религиозную составляющую. То есть Турция отходит от светских признаков государства, от светского государства уходит в религиозное государство. И вот такая очень тревожная ласточка, есть такая Стамбульская конвенция. Она была написана в 2014 году, она совсем свежая. Это конвенция о защите прав женщин. Она запрещает насилие против женщин, как на дискриминацию по различным признакам, начиная от полового признака, заканчивая религиозного. Так вот, самое интересное, что в 2014 году Турция была первой страной подписантом этой конвенции. И эта конвенция, ее всего подписало 46 стран. Вступила она в действие 1 августа 2014 года. Сегодня Турция первая страна, которая отозвала свою подпись от этой конвенции. И президент Турции сказал, что мы будем бороться за права женщин в соответствии со своими традиционными ценностями. Это значит, скорее всего, это означает, что в рамках религии ислам они будут ограничивать или будут придерживаться прав женщины, но в рамках Корана, в рамках священного писания. Следующая новость очень удивила и, на мой взгляд, была даже немного, для меня, в всяком случае, неожиданной. Оказывается, сегодня в Соединенных Штатах на орбиту, вывели украинский наноспутник. Полиэтан. Спутник, наноспутник, это уже третий аппарат, оказывается, созданный учеными КПИ имени Игоря Сикорского и приуроченный к 30-й годовщине независимости Украины. Спутник вывела на орбиту с мыса Канаверал, там у них космодром находится, ракета Falcon 9 компании SpaceX, Илон Маск, собственник, основной держатель контрольного пакета этой компании. Falcon 9 это ракета, вы знаете, тяжелая ракета, которая с автоматической посадкой первой ступени. И эта ракета сегодня заменяет в Соединенных Штатах Америки шаттлы, которые возили астронавтов на орбиту, грузы и астронавтов на орбиту. Кстати, может быть именно эта ракета сейчас, она выведет спутник и приземлится. А они готовят просто еще один запуск, там надо спасать российских космонавтов. Как всегда, российский модуль разваливается, у него отказала система, выходит из строя утечка жидкости охлаждающей, система охлаждения, и модуль перегревается. Может быть вплоть до разгерметизации, там аварийное состояние этого российского модуля. Поэтому сейчас, кстати, решается вопрос о том, чтобы Falcon 9 съездил или слетал и забрал оттуда. Потому что Россия уже все. Россия не в состоянии сегодня отправить космический корабль даже для экстренной эвакуации своих космонавтов со станции МКС. А мы, видите, мы вместе с Соединенными Штатами, с той же компанией SpaceX, мы продолжаем осваивать космос. То есть мы подтверждаем
то, что мы являемся космической державой. Кстати, таких в мире там 5 штук, которые имеют полный цикл производства, умеют конструировать, создавать и эксплуатировать. Ну, эксплуатировать мы сейчас не можем, наша программа «Морской старт» давно была свернута, но тем не менее мы в любой момент можем решить вопрос строительства космодрома и запусков ракет на орбиту, на околоземную орбиту Земли, а может быть и в дальний космос. Но в любом случае КПИ в очередной раз подтверждает способность создавать высокотехнологичную продукцию, которая может конкурировать с лучшими образцами любой страны мира. Причем это опираясь на собственный опыт и технологическую базу, говорят наши ученые. Великобритания прислала нам очередную партию новогодних подарков, и эта партия состоит из 9500 комплектов зимнего снаряжения для наших военнослужащих. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. То есть Британия не упускает возможности оказать нам помощь. Ну, это, скажу так, это не Германия. Ну, продолжается вот эта эпопея с танками. Олаф Шольц, кстати, канцелярия немножко его сдала, надо отметить, что после того, как началась критика, сначала канцелярия канцлера Германии объявила о том, что танки не будут передаваться, что сам канцлер против такого решения. У них начался там скандал, политический скандал. В результате, оправдываясь в этом скандале, канцелярия канцлера сообщила о том, что, оказывается, Олаф Шольц практически на постоянной основе, используя каждую возможность, ведет переговоры с Путиным. Вот так вот помогает, а переговоры ведет. Вот они с Макроном, я так понимаю, соревнуются, кто быстрее договорится с Путиным. Кстати, тогда становится понятно, почему бывший генерал Бундесвера, военный аналитик, делая прогноз, практически озвучил нам условия подписания Минска-3. То есть, что мы до марта еще повоюем, потом выдохнутся обе стороны, и потом в ноябре мы подпишем мирный договор, намекая на уступки со стороны Украины в плане территориальной целостности нашей страны. То есть, видите, старая Европа, она спит и видит договориться с Путиным. Все-таки Германия хочет вернуть дешевый российский газ, дешевую российскую нефть. Франция где-то там недалеко стоит. И с одной стороны, я так понимаю, сейчас может выясниться, что вообще они помогают нам вооружением под огромным нажимом наших англосаксонских друзей, той же Великобритании, Канады и Соединенных Штатов Америки, а также стран Восточной Европы, которые тоже отдают нам чуть ли не последнее, не считаясь с потерей, частичной даже потерей своих боевых потенциалов своих армий. Но тем не менее они делятся с нами вооружением, помогают его ремонтировать, помогают его восстанавливать и передают все, что у них есть, понимая, насколько важна наша победа. Ну, а видите, Олаф Шольц практически, как сказано было, на постоянной основе пытается найти контакты с президентом России Путиным. Вот вам ответ, почему не дают. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подвел итоги 2022 года. Из его итогов хочется отметить несколько основных пунктов. Первое, это то, что Вооруженные силы Украины освободили 40% оккупированных после 24 февраля территорий. Уничтожено более 100 тысяч оккупантов. Вооруженные силы Украины прошли подготовку на территории 17 европейских стран и продолжают проходить подготовку. Из районов проведения боевых действий эвакуировано около 600 тысяч человек. Более 1000 тяжело раненых защитников направлены на лечение и реабилитацию за границу. То есть самые тяжелые и самые сложные ранения наши страны-партнеры берут на реабилитацию и на лечение наших солдат, наших военнослужащих.
От взрывоопасных веществ очищено 1346 гектаров территории. Ну, мы это наблюдаем во всех областях, где побывали российские оккупанты. Везде работает наша служба чрезвычайных ситуаций государственная, ГСЧС. И проводится разминирование, и проводятся подрывы не разорвавшихся боеприпасов. Это те, которые нельзя обезвредить и нельзя вывести где-то на полигон и взорвать. Их рвут по месту. И 29 тысяч военнослужащих получили государственные награды, различные государственные награды, как из рук главкома, так и из рук президента Украины. Вот такой вот и основные итоги 2022 года и подвел наш главнокомандующий Валерий Залужный. Ну, еще хочу отметить на пасашок две небольших новости, которые касаются непосредственно нас. Первая новость — это то, что саммит Украина-ЕС. Вы знаете, что первый телефонный разговор в этом году, международный, в этом году Владимир Зеленский провел с Урсулой фон дер Ляйен. И они договорились о том, что саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля 2023 года в городе Киеве. И будет, ну, я так понимаю, что надо готовиться, особенно нашему правительству, потому что Европа будет задавать вопросы относительно того плана подготовки к членству в Европейском Союзе, который они составляли и который мы подписали еще в прошлом, уже в позапрошлом, в 2021 году. А в 2022 году этот план был скоординирован и уточнен. Вот. Так что, видите, политическая жизнь продолжается. Европейский Союз рассматривает Украину как своего перспективного члена. И посмотрим, что нам принесет этот саммит 3 февраля. И второй саммит, вторая новость о том, что 18-19 января состоится саммит НАТО в Брюсселе. И главной темой саммита НАТО будет развертывание военно-промышленного комплекса стран-членов НАТО. Для того, чтобы пополнить запасы вооружения, которые передавались Украине, стран-членов НАТО, чтобы не снизить боевые потенциалы самого НАТО. Чтобы не получилось так, что, вот как я говорил, что страны Восточной Европы, они готовы отдать нам последнюю рубашку. Потому что они понимают, что такое Российская Федерация, и понимают значимость нашей победы над Россией. Франция и Германия, они там по чайной ложке в час дают или в день. И особо, конечно, им нечего. Хотя та же Франция она уже поговаривает, что ей бы гаубицы не помешали. Те же Цезари, которые они там из 90 уже отдали нам, по-моему, 36, больше 30%. Вот. Немцы там отдают нам и реактивные системы, и панцергаубицы отдают, и так что и гепарды дали. Так что у них тоже, ну, у немцев отдельный разговор, там все равно Бундесвера нет, он весь кадрирован, свернут до 6 бригад сокращенного состава. То есть практически армия на сегодняшний день там на складах и на бумаге. Вот. Но не живые организмы. Так что вот саммит НАТО в Брюсселе будет решать вопрос о развертывании военно-промышленного комплекса. И этот вопрос напрямую связан с поставками вооружений Украине. Так что будем ждать результатов одного и второго саммита. Ну что ж, на этом военно-политическая обстановка и военная обстановка, мы первую часть нашего видео заканчиваем. Я по традиции делаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. И через некоторое время мы с вами продолжим. И как всегда мы продолжим ответом на ваши вопросы, которые вы прислали. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующим образом. Спроба номер 2. З Новим роком, Олег. У мене питання по Придністров'ю. Говорять, там 3000 солдат Російської Федерації. Від цього питання. Невже Молдова не має сил зараз видворити ті війська Російської Федерації?
Я вам больше даже скажу, Молдова не то, что не имеет сил выдворить эти 3000 российских войск, но Молдова очень боится, потому что если дернутся эти 3000 российских войск, то они могут навести большой шорох в самой Молдове, вплоть до политического кризиса и вплоть до смены власти. Молдова пошла еще дальше, чем мы. Если мы 30 лет занимались конверсией и разоружением и сокращением армии, то Молдова это сделала намного быстрее. И на сегодняшний день в Молдове нет сил и средств для того, чтобы даже заблокировать или попытаться заблокировать эти 3000 военных. Так что это очень для Молдовы очень опасный вопрос. Они его боятся трогать, потому что у них нет сил и средств с ними бороться. Для тех, кто жалеет чмобика в Макеевке, у них был выбор: скрываться от мобилизации, уехать, получить статью, но отказаться. Но если они надели форму и с оружием в руках находятся на оккупированной территории другой страны, они легитимная цель. Все довольно просто. Да, вы абсолютно правы, это абсолютно легитимная цель. С оружием вооружен, они же не просто с оружием в руках, они мобилизованы, то есть они военнослужащие иностранной армии. А это, согласно закону об обороне Украины, является врагом, является прямым вторжением. В результате чего вооруженные силы Украины обязаны их либо выбить с территории Украины, либо уничтожить, обеспечивая безопасность страны. Вот этот российский вопрос, скорее всего, от российского гражданина. Он второй раз его уже пишет, я поэтому решил ответить. Звучит он так. Опять Жданов забыл, в кавычках, упомянуть про ракетный удар в Хмельницком по казарме элитного украинского спецназа, где погибло 500 человек личного состава. Зато из гибели 63 военных в Макеевке пытается раздуть сенсационную новость. Объективности, конечно, от Жданова ждать не стоит. Ну давайте тогда немножко поразбираемся в объективности. Смотрите, у нас нельзя, во-первых, неужели вы думаете, что если там действительно есть какие-то места дислокации спецназа, как вы говорите, то там они сидят, 500 человек это батальон, и они сидят там и ждут у моря погоды. Никого нету в пунктах постоянной дислокации. Даже на момент 24 февраля мы тем и сберегли нашу часть техники, вооружения и весь личный состав, тем, что мы вывели их из пункта постоянной дислокации. Никого там нет. Никого, кроме сторожей и собак. Больше никого. Пункты постоянной дислокации практически сегодня не используются. Так что это первое. Второе, в нашем обществе, в нашей стране, которая имеет намного меньшие размеры, в которой есть возможность пользоваться мобильным интернетом, и у нас связь родственников и наших солдат прямая, то скрыть такую трагедию, как гибель 500 человек, было бы просто невозможно. У нас бы уже все паблики гудели, у нас бы уже это было во всех средствах массовой информации. Поэтому это ошибка. Вот смотрите, тот же пример Макеевка, вы говорите 63. Да не 63 там погибло. Даже если брать по слухам, я не говорю о проверенной информации, по слухам из Кремля, то разница между силовыми ведомствами, которые подают Путину доклад, колеблется 63, да. Кстати, первый доклад, который Шойгу подал Путину, там было 35 человек. Потом его высмеяли, сказали разберитесь, он подал 52. В конечном итоге сошелся на 63. А вот есть информация, что неофициальная правда, что Патрушев подал доклад. И в докладе Патрушева, а он глава Совбеза России, там 325 погибших и 157 раненых. Как вам цифра? Так кто из нас объективен? А если мы откроем сегодня российские паблики, социальные сети, особенно на оккупированных территориях, там, в Донецкой области, в самой Макеевке, так там народ пишет, что несколько сотнями исчисляется количество погибших. Так что насчет объективности никто не забыл. Это первое. Во-вторых, по Хмельницкому вы сначала разберитесь, куда был удар.
Если вы не знаете, куда был удар в Хмельницком, то зачем вы говорите, куда попали, а куда не попали? Попали очень криво, сразу скажу. И не туда, куда вы думаете, попали. Вот поэтому я и не говорю об этом. Убили девушку на заправке. Она заправлялась на машине, получила ранения, несовместимые с жизнью. И в крайне тяжелом состоянии через сутки умерла в реанимации. Вот куда вы попали. В Хмельницком. А не в наш элитный спецназ. Наш элитный спецназ ходит по вашим тылам и наводит у вас там постоянно шорох. И у вас там то где-то взорвется, то где-то что-то загорится, то где-то хлопок, задымление, а потом в результате затонул целый крейсер. Что-то типа, вот где наш спецназ. Японцам цікавий наш бойовий досвід та організація системи ПРО та ПВО. Всем интересен наш боевой опыт. Любая война – это кладезь знаний и кладезь опыта. Дело в том, что ни один учебник, ни один фантаст не может придумать такой ситуации, которая может возникнуть в реальной жизни, в реальной боевой обстановке. Поэтому это всегда изучение опыта современной войны и попытка написать какие-то методические рекомендации, которые потом выливаются в учебники, в теории ведения войн, это постоянная и кропотливая работа. А у Японии, кстати, очень... Я говорил уже, мы часто стали вспоминать Японию. У нее там с армией, они очень неплохую развернули армию, хотя официально это силы обороны, и там им нельзя иметь армию согласно капитуляции после Второй мировой войны. Вот. Но тем не менее, я думаю, что с сегодняшней обстановки в Тихоокеанском регионе Японии очень интересно будет боевой, и не только Японии, боевой опыт наших вооруженных сил. По танкам. Смотря какие танки Леопард-2, Германия просто боится поставлять их в Украину, чтобы не потерять репутацию, так как это было в Сирии в 2016 году, когда турецкая армия вошла в город Эль-Баб 30 танками, это батальоном, Леопард-2 в версии А4. И боевики ИГИЛ за один день уничтожили 10 танков. А российская армия посерьезнее, чем ИГИЛ. Правда, там они были без динамической защиты. Я скажу так, что в принципе вполне возможно, что репутационные потери для страны-поставщика, они, конечно же, будут. Те же Панцергаубица 2000, которые мы говорим. Кстати, с одной стороны, мне хвалили военные наши, Цезарь французский, сказали, что это хорошая гаубица в плане контрбатарейной борьбы. А с другой стороны, после того, что я это огласил, мне тоже другие ребята позвонили, написали, сказали, что Цезарь тоже капризуля. И тоже очень часто требует ремонта и обслуживания. И остается, я, честно говоря, немного разочаровался. И остается у нас 3 семерки, 3 топора. Она, я так понимаю, полевая в облегченном варианте, которую нам передали. Она, во всяком случае, пока трудится. Остается Элька, Л-109, 105 миллиметровая гаубица. И эти автоматы Сюзанна, которые у нас есть. И посмотрим, что нам еще дадут. FH-70 итальянская гаубица и которая тоже есть, пока про нее не слышал ни положительных, ни отрицательных отзывов. Видите, оказывается. Поэтому может быть и репутационные потери тоже. Если Хаймарс показал себя великолепно, так смотрите, очередь на 2 года. Завод уже не знает, как выполнить всех заказы, всех желающих, все хотелки. Расширяет производство, привлекает дополнительных специалистов и так далее и тому подобное. То есть тут Джевелин, я тоже так понимаю, что
Я даже помню, как Байден посещал завод по выпуску Джевелинов и спрашивал, а в 4 смены можете работать? И они говорят, можем, только давайте заказы. Тоже, видите, какие репутационные, как бы, реклама, точнее, для этих средств. Enlao тот же получил огромную. МЛРС сейчас все получат и Марс, и французский вариант, и просто М270. Так что все зависит от качества вооружения. Ну, война — это проверка качества любого вооружения. Ранее рекорд по уничтожению одной БТГР в сутки был установлен, когда российские оккупанты пытались форсировать Сиверский Донец. Тогда за 24 часа была уничтожена одна БТГР российских оккупационных войск и более 80 единиц техники. В Макеевке одну БТГР российских оккупационных войск была уничтожена менее чем за час. Будет ли в 2023 году побит этот рекорд? Будет, я даже скажу как. Будет побит, когда мы получим оперативно-тактические ракеты. Вот оперативно-тактические ракеты, там головная часть около 500 килограмм тротила. Там где-то так, от 300 до 500, в зависимости от модификации. Вот, если прилетела бы вот такая одна ракета, то, конечно же, БТГР была уничтожена за несколько минут. Не за час, как, видите, Хаймарсы уже будет слишком долго, пока полный залп они дадут. Ну, кстати, как всегда, Россия приврала, надо отметить, что они там 2 снаряда Хаймарса сбили. Еще не было случая в мире, чтобы был сбит снаряд Хаймарс. Тем более российскими средствами ПВО, которые не могут сбить то, что летает там у них на стратегических аэродромах. Вот здесь. Поэтому да, я думаю, что рекорд будет побит, ибо это будут ракетные войска. Либо это могут быть, я совсем забыл, это могут быть наши воздушные силы с помощью планирующих бомб, с помощью вот этого комплекта «Умная бомба», если начнут кидать на вот такие районы сосредоточения. Кстати, если бросать эту бомбу с высоты, максимальной высоты 10 тысяч метров, как для, допустим, истребителя, да, то и на максимальной скорости, то дальность планирования может составить до 80 километров. Так что, а если прилетит ФАБ-500 или парочка ФАБ-250, то рекорд, конечно же, будет побит. Россия начала перебрасывать на фронт основную партию мобиков, размещает их недалеко от фронта. Все места размещения известны, спутники видят, Big Data анализирует, Хаймарсы достают. Это главная причина удара по Макеевке, а не сотовые телефоны, и это будет повторяться. Да, действительно, там была версия, что якобы отследили триангуляцию. Я сомневаюсь в том, что эта версия могла быть. Почему? Во-первых, чтобы триангуляцию отследить, надо иметь доступ к вышкам, а эти вышки уже 8 лет эксплуатируются российскими операторами. У нас нет доступа к этому оборудованию, это раз. Второе, если использовать радиотехническую разведку, радиолокационные станции, то у нас нет станций, которые видят там на такую большую глубину. И для того, чтобы засечь эти мобильные телефоны. Поэтому, скорее всего, версия это наша разведка. Наша и разведка наших партнеров. Тем более, я уже говорил, что мы эту колонну отслеживали практически от границы Российской Федерации. Как она шла и где она остановилась. При конфискации имущества Российской Федерации за рубежом Российская Федерация начнет конфискацию 400 миллиардов имущества иностранцев в Российской Федерации. Именно поэтому США и ЕС не стремится что-то конфисковывать. Это просто невыгодно им самим. Вы ошибаетесь. Объясню почему. Во-первых, умные бизнесмены, умные, настоящие, которые думающие, уже давным-давно продали свои российские активы. Давным-давно. Это первый момент. Второй момент, те, кто еще активы свои имеет в Российской Федерации,
они же в долевой участи с российскими олигархами. Поэтому там очень сложно лишить прав собственности иностранного инвестора. Ну и во-вторых, Соединенные Штаты и ЕС разрабатывают юридический механизм для изъятия этих активов. И смотрите, активы будут изыматься в том случае, что если страна будет отказываться. Там же поэтапно идет. Предлагают выплатить репарации. Россия отказывается. Накладывается арест на имущество. Предлагает опять выплатить репарации. Россия отказывается. Начинает процедуру конфискации имущества. Причем это же не просто выдуманный механизм. Это прописано в международном праве на сегодняшний день. И так они степ-бай-степ давят, вводят санкции против этой страны. С этой страной перестают торговать все страны, кто поддерживает, допустим, решение трибунала. Вот кто поддерживает решение трибунала, тот отказывается от экономического сотрудничества с Россией до тех пор, пока она не выплатит репарации. Понимаете, так действует международное право. Вот я приведу пример Муаммара Каддафи. Ливийский диктатор, он больше 20 лет он не признавал, не отказывался признать вину за эти 2 террористических акта с самолетами на территории Европы. Когда реально погибли люди, была взорвана бомба на борту ливийскими террористами. И отказывался выплачивать компенсации родственникам и членам семей погибших. И что вы думаете, когда встал вопрос, что нужны деньги, он все согласился. Ливия официально принесла извинения, признала факт террористического акта, выплатила все до копейки компенсации всем родственникам согласно решению суда. И после этого Муаммар Каддафи был принят где? Правильно, в Брюсселе. Ему даже была предоставлена трибуна парламентской ассамблеи Совета Европы. Но не успел он посотрудничать с Европейским Союзом, как у него случилось вот это, трудно сказать, что там, гражданская война, скорее всего, началась в Ливии. Народ восстал против его диктаторского режима. Вот такая вот, или спровоцировали это восстание. Вот такая вот история. Поэтому механизмов, еще раз повторюсь, механизмов заставить Россию выплатить существует миллион. И поверьте, и США, и Европейский Союз очень бы хотели переделить активы Российской Федерации. Причем тут же не столько Российская Федерация, Россия же привластнила себе, присвоила себе и все активы Советского Союза. Вот еще что. Так что тут вопрос справедливости наличия этих активов у России еще очень большой. Очень большой. Если сейчас в ООН пойдет вот эта волна, что Россия незаконно пребывает в Организации Объединенных Наций, это будет триггером для того, чтобы обвинить в незаконности присвоения всех активов Советского Союза Российской Федерации. Не только движимого, недвижимого имущества, но и финансовых, экономических и других. Если бы имели дальнобойную систему, например, «Гром», на момент вторжения Путин бы отдал приказ наступать? И еще, опять же, при наличии дальнобойной системы, которая достает до Москвы, наши бы ударили или нет? «Гром» — это оперативно-тактический ракетный комплекс. И он разрабатывался под ракета, с которой он разрабатывался, рассчитана была на дальность 300 километров, потому что, когда его делали, действовал договор о нераспространении ракет средней и малой дальности. И это ограничивалось 300 километрами. То есть, если на продажу, то 300 километров максимум. Если для себя, то 500. Все остальное от 500 до 5500 попадало под договор. Так вот, тогда немного переформулируем ваш вопрос. Что если бы у нас был оперативно-тактический комплекс «Гром», то отдал бы Путин приказ наступать? Отдал. В любом случае отдал. И даже если бы наш комплекс «Гром» имел ракету, которая там
500 и 1000 километров. То есть гарантированно долетает до Москвы. Все равно бы он отдал приказ. Просто он бы готовился к этой войне немного по-другому. Вопрос, наша война, это надо для того, чтобы понять, почему она происходит, надо обернуться назад и посмотреть в историю. Это наше глубокое историческое противостояние. Россия всегда хотела нас уничтожить. Иначе у нее нет ничего своего, ни истории, ни идеологии. Они все пытаются перетянуть одеяло с нас. Для этого нас надо уничтожить и забрать нашу историю. Забрать историю Киевской Руси. Сказать, что это была Русь, как они пытаются это назвать. Забрать другие какие-то идеологические моменты. Вот. Поэтому война эта была неизбежна. Рано или поздно она бы состоялась. И в результате этой войны мы либо уходили бы в состав России или нового Советского Союза, и тогда бы Путин тут утер бы нос всему мировому сообществу и стал бы на вершине политического Олимпа выше всех. Несмотря на то, что по росту он меньше всех. Вот. А если мы отобьемся, то у нас есть шанс примкнуть к Европе и отгородиться от этой Золотой Орды или наследников Золотой Орды, которыми себя считают, которые в принципе есть, по большому счету, Российская Федерация. Вопрос такой. Может, они этими жужиками хотят исчерпать наши запасы ПВО, имеется в виду шахеды, мопеды? Нет, они уже не исчерпают запасы ПВО. Объясню почему. Потому что сегодня мы уже создаем разноуровневую, глубоко эшелонированную систему противовоздушной обороны страны. В единой системе управления и оповещения, и передачи информации. И сегодня мы, шахеды, только в крайнем случае используем системы ПРО для сбития шахедов. Все остальное, все шахеды сбиваются зенитно-артиллерийскими средствами. Начиная от зенитных пулеметов. Мы все подоставали со складов. Поставили на мобильную базу. У нас есть даже стационарные у нас расчеты. И начиная от пулеметов, спаренных пулеметов, скорострельных типа ЗУ-23-2 и заканчивая 57-мм пушками зенитными, мы сносим эти шахеды. Такие вещи, как комплексы Ирис-Т или Насамс, только в крайнем случае применяются для борьбы с шахедами. Когда уже зенитки не могут взять его, тогда уже его сбивают, на последнем этапе его сбивают уже более серьезными комплексами. А так нет, уже нет. Раньше да. А сейчас уже все, уже система развернута, она работает и, судя по результатам, довольно хорошо. Больше 90% коэффициент сбития или вероятность сбития. Похоже, многие страны реально боятся обгадиться со своими аналоговнетыми вооружениями и этим уничтожить международные продажи своего военно-промышленного комплекса. Вот именно этим дерьмом это попахивает. Они ссутся, ведь паркетные гаубицы с Германии уже рассыпаются в сверхэксплуатации. Вот и эти обгадили. Теперь все стало на свои места. Это больше, наверное, похоже на комментарий, чем на вопрос. Можно согласиться, что есть определенный риск понести репутационные потери в плане надежности вооружения. Одно дело, когда гаубица выехала и там сделала 2-3 выстрела и быстренько уехала, и потом ее помыли, почистили, обслужили, протерли, покрасили и поставили на хранение, или опять они применили. Или когда она с утра до вечера ведет интенсивный огонь в тяжелейших условиях, как климата, от минусовых до плюсовых температур, дождь, снег, грязь, слякоть и все остальное. На миротворческий контингент я бы не надеялся. Они не предотвратили резню в Сребнице. Не факт, что и нам это поможет. Нет, я не согласен с вами. Дело в том, что резня в Сребнице
По некоторым версиям, по некоторым мнению некоторых людей, она была спровоцирована. Это вот резня в Сребренице, это, будем так говорить, это политическая сторона ведения войны. Дело в том, что Соединенные Штаты тогда, вспомните ситуацию, общую ситуацию, какая была. Была введена безналичный евро. Об этом, по-моему, да, Герхард Шредер, тогдашний канцлер, объявил, и все страны кинулись покупать безналичный евро. Доллар начал сыпаться на международной арене. И Соединенным Штатам ничего не оставалось делать, как надо было срочно возвращать доллар на место. Как это можно было сделать? Можно было сделать через НАТО, чтобы вернуть страны НАТО к долларовому расчету. Иначе бы они все, представьте, большая часть, сколько, 80% стран НАТО на евро. А доллар является основной расчетной валютой в Североатлантическом блоке. Так вот, Соединенные Штаты тогда очень сильно урезали мандат миротворческой миссии ООН. И миротворческая миссия была ограничена только полномочиями наблюдения. И это спровоцировало, потому что, почему обвиняли тогда еще ООН? Потому что войска ООН стояли и наблюдали, как происходит эта резня. Но зато, когда произошла резня, тот же самый Билл Клинтон вышел и сказал: так ООН ничего же не может. И что было сделано в Югославии? В Югославию вошел многонациональный контингент НАТО и навел там порядок, разгромил обе стороны. И что? НАТО вернулось на долларовый расчет. Европа поняла, что кроме НАТО их никто не спасет. А кто во главе НАТО? Соединенные Штаты. Кстати, американцы это оценили, но через 10 лет. Они сказали Клинтону низкий поклон и большое спасибо за то, что он тогда спас доллар. Вот зачем была нужна резня в Сребренице. Это одна из версий. Я не утверждаю, что это истина, потому что официально там все по-другому. Я вам просто объяснил, как войну используют, через войну, точнее, решают экономические проблемы. Послушал вас о выплатах. Намечтали вы себе несбыточное и несете это в уши слушателей. Запад откажется от восстановления Украины по простой причине. Цивилизованный мир знает об украинской коррупции и вряд ли настолько туп, чтобы отдавать свои деньги в руки коррупционеров. Так они не будут нам давать деньги. В том-то и фишка. Кстати, сейчас решается уже вопрос, что они знают это прекрасно. И, кстати, они постоянно настаивают. Я думаю, что они потихоньку додавят наше политическое руководство в плане того, что мы все-таки начнем отделять мух от котлет в плане борьбы с коррупцией. Это раз. Второе, все деньги, вот смотрите, как сегодня Соединенные Штаты контролируют финансовую помощь и военную помощь от Соединенных Штатов. Аудиторы сидят в Украине. И считают каждый автомат, каждый патрон, кто, куда, где принял, куда пошло. Вводят нам компьютерные программы и так далее. Конечно же, никто в руки, наши очень хотят, дайте в руки, и мы сами тут все порешаем. А потом, как говорил один юморист по фамилии Трушкин, ни ветра, ни рубля, и никого в поле не было. Вот. Так что нет, такого не будет. Сейчас создается фонд восстановления Украины. И через этот фонд Европейский Союз и иностранные инвесторы будут спокойно вносить свои деньги и контролировать их кругооборот. Соответственно, они будут принимать участие и иметь возможность контроля на всех этапах и контролировать и генподрядчика, и субподрядчика, и сметы контролировать. И они прекрасно разбираются в рыночных ценах. Там, где есть завышение цены, где нет завышения цены. Поэтому вы не правы. Они трут руки и они уже готовят механизмы для того, чтобы нашу коррупцию оставить за бортом. Наступательное вооружение Запад и Соединенные Штаты так и не дают. Это неутешительные новости. То есть подтверждается, что Европа боится Российскую Федерацию и Соединенные Штаты конкретно затягивают. Тогда война уже точно на долгие годы. Ведь одними снарядами окопавшегося агрессора не вынести с территории Украины. Увидим, что там Рамштайн решит. Но скорее всего он ограничится бронированными автомобилями типа для галочки.
Нет, вы абсолютно не правы. Я же объяснял, почему идет затягивание. Затягивание идет по одной простой причине. Путину дают возможность вытянуть из России весь военный потенциал. Это идет с большим заделом наперед. Когда будет вытянут весь военный потенциал из Российской Федерации, то есть когда он не сможет формировать резервы и выставлять действующие части и подразделения для ведения боевых действий, тогда придет коллапс. Коллапс военный, который повлечет за собой коллапс политический. И новые власти, которые придут вместо Путина, скорее всего, отстранят от власти в таких условиях, потому что дальше страна просто существовать не сможет. Если они захотят еще контролировать ситуацию или смогут контролировать ситуацию, чтобы Россия не развалилась. А Запад этого Запад очень боится. И новые власти, понимая, что военный потенциал страны нулевой, он весь исчерпан, армия разгромлена, они, естественно, будут соглашаться на все условия Запада. А главное условие Запада будет первоочередное. Посмотрите, в ультиматуме для капитуляции Российской Федерации условие будет и передача под контроль, международный контроль ядерного арсенала России. И все. А дальше можно уже разговаривать с Россией как страной третьего мира. Вот почему они и тянут. Они дают фору Российской Федерации. Для меня это очень обидно. И очень меня это даже, я бы сказал так, что злит. Потому что ценой наших жизней, ценой жизни наших военнослужащих, ценой наших всех вот этих потерь и моральных издержек, они творят свою международную политику, геополитику, мировую. И на основе нашей войны строят новые отношения в мире. То есть новый мировой порядок создается на сегодняшний день. Поэтому они не спешат, потому что они не воюют в этой войне. Но поверьте, не зря говорят и наши политики, что они дадут оружие. И, кстати, сейчас должно быть довольно большое усиление в плане передачи оружия. Во-первых, они уже ВПК разворачивают, я говорил, и саммит будут решать, сколько можно дать, и когда, и какого. Не так, как давали до этого. Понимая, что если Путин действительно в марте-апреле выставит 200-тысячную группировку, ее надо будет чем-то громить. А с учетом того, что она будет большая, то громить ее надо будет хорошим железом, хорошим вооружением. Вот о чем речь идет. Потом, скорее всего, будет пауза, и будем ожидать следующую. Соберет третью или не соберет. Если третью не соберет, все, активная фаза войны закончилась. Дальше идет добивание остатков российской армии и ожидание смены власти и подписание ультимата капитуляции Российской Федерации. Если соберет третью волну, значит придется громить третью волну. Отсюда и прогнозы о том, что война может закончиться не летом, а осенью уже текущего года. Вот примерно я вижу такой сценарий развития этой войны. Сейчас фактически идет оперативная пауза, позиционная война, которая дает возможность обоим сторонам перегруппироваться и подготовиться к следующему этапу или к следующей фазе этой войны. Так, немножко сбилась прокрутка. День добрий. Олег, скажіть, наскільки Ізраїль міцніший чи слабіший Ірана? Бачив інформацію, що Ізраїль наніс авіаудари по аеропорту в Ірані. Точніше в Ірані день-два тому. Дякую. Во-первых, не в Иране. Ни в коем случае Израиль не трогает территорию Ирана. Это будет прямое вторжение. Это война. Поэтому Израиль бомбит объекты, уничтожает объекты Ирана в Сирии. Мотивируя это тем, что Иран незаконно вмешивается в внутренние дела Сирии,
но при этом не защищая там сирийского диктатора Башара Асада, они не высказывают позицию, на чьей они стороне, там ополчение или на стороне Асада. Вот. Но они говорят, что присутствие иранских военных на территории Сирии несет угрозу для самого Израиля. И поэтому они уничтожают иранские объекты. Поэтому только война идет, боевые действия идут на территории Сирии. Причем в одну сторону, потому что Израиль применяет ударную авиацию. Теперь, что касается, кто сильнее. Я бы не сказал, тут, на мой взгляд, очень сложно выделить, кто сильнее. Израиль все-таки тоже побаивается Ирана. Особенно, когда Иран начал ракетную программу. Даже не столько ядерную, сколько ракетную. Почему? Потому что территория Израиля довольно маленькая, кстати, намного меньше, чем Ирана. И наличие ракет у Ирана позволяет ему покрыть нанести урон любому объекту на территории Израиля. Вот. Поэтому у Израиля, да, и количество армий, вы не забывайте, сколько может выставить Израиль и сколько может выставить Иран. А еще у Ирана, у него же две армии на сегодняшний день. У него регулярная армия Ирана и есть еще так называемая религиозно ориентированная армия, это корпусы стражей исламской революции. Она более идеологически подкованная, она более идеологически настроенная. Понимаете? Вот. Так что у них еще там религиозный оттенок домешивается. Поэтому Израиль и уделяет такое огромное внимание высоким технологиям в плане развития вооружений. Поэтому у Израиля всеобщая воинская обязанность, служат все. Поэтому Израиль и так печется о собственной армии обороны Израиля, понимая прекрасно огромную угрозу, что если Иран пойдет на них войной, то им будет очень тяжело. Поэтому они и политику во многих вопросах ведут очень и очень осторожную. Иногда, которые мы смотрим и думаем, казалось бы, Израиль соглашается с такими вещами или поступает так-то и так-то. А они это делают из-за того, чтобы стараются максимально обходить острые углы. Потому что большая война на Ближнем Востоке для них может стать фатальной. Вот. Поэтому трудно оценить, кто сильнее, кто слабее, но на сегодняшний день есть слабые и сильные стороны у обоих сторон. И, соответственно, я бы назвал, наверное, на сегодняшний день примерно паритетной Израиль и Иран в плане военных возможностей. Ну что ж, вот такие вот вопросы прозвучали сегодня в нашем с вами видео. И вторую часть мы закончим на этом. У нас остается с вами третья, заключительная часть. Это ваша обратная связь, ваши пожелания, комментарии и приветствия, которые вы прислали. До последнего украинца, первый комментарий сегодняшнего дня. До последнего украинца мне нравится путь, по которому мы идем. До тех пор, пока мы будем помогать Украине американским оружием и деньгами, она будет сражаться до последнего человека. Сенатор-республиканец Линдси Грэм сделал такое заявление. Печально. Хотя мы знаем, что республиканцы, я во всяком случае отношусь довольно скептически к республиканской партии, учитывая то, что часть этой партии поддерживает Дональда Трампа, а у того совсем другие виды на нашу страну и на Российскую Федерацию. И вот такие заявления тоже, они не способствуют развитию дружбы и помощи между США и Украиной, если вопрос помощи, военно-технической помощи рассматривать в контексте того, что Украина должна воевать до последнего украинца. А не то, что мы дадим Украине столько оружия, чтобы она победила как можно быстрее. Вот такое бы заявление я бы приветствовал от республиканца. Но видите, как они ставят вопрос. Они ставят вопрос по-другому. Напоминание, мы вчера говорили о Северной Корее, я говорил, что это страна-концлагерь и военный концлагерь, там карточная система действует, продовольственная, и у них очень большие экономические трудности. Так вот, в добавление этого
написали, вы забыли уточнить за Северную Корею. Там мужчины служат 15 лет, а женщины 7 лет. А если, не дай бог, кто-то нарушил закон, отвечать будет вся семья. И срок за грехи родителей могут сидеть и дети, если родители не дожили до окончания срока. Да, у них там в этом плане страна, действительно страна концлагерь. Казахстан с вами. У всех одно желание. Победы Украины над рашистами. Ну и вот такое очень хочу зачитать. Написала зрительница такое пожелание нашим защитникам с пояснением ситуации в середине страны. А именно, пользуясь вашим каналом, передать дорогим нашим отважным защитникам и защитницам: не беспокойтесь за нас. У нас в крепком тылу, который вы нам обеспечиваете, все в порядке. Сложности есть, но они все решаемы. Воздушная тревога, детей в охапку, животных в переноску и в подвал. Да, по лестнице, без лифта, окей, будем считать это фитнесом. Взрыв кажется чуть ли не над головой. Успокаиваем детей, успокаиваем домашних любимцев, лезем в Телеграм. Ура, наши сбили очередной дрон. Слава нашим ПВО. Упала связь, а чтоб вас, рашисты, туды, да перетак, да через всю вашу рашку, аж по самый Берингов пролив. Ноут под мышку и рысью в торговый центр. Там связь есть. Тьфу-тьфу-тьфу. Сидим на полу, но работать можно. Много знакомых. После работы бегаем в один волонтерский центр. Есть свет. Спасибо энергетике. Помыть ребенка, приготовить, постирать, прибрать, зарядить гаджеты. Нет света? От клята русня. Берем фонарик, лезем в список внеклассного чтения «Приключения Гарри Поттера». Замечательно. В садике мальчики из старшей группы оборудовали в убежище места для девочек. Причем специально приглашали дедушку-инженера, чтобы показал самую безопасную зону. Школа поставила для садика театрализованную сказку из Миколая. Давали в убежище с фонарями. Получилось волшебно. Полный список займет не один лист, но все это мелкие бытовые трудности. У нас все хорошо. Самое сложное ждать. Ждать новостей с фронта. Пытаясь в десяток смс вложить весточки из дома. Приветы и надежду от каждого из друзей, родных и близких. Поминутно хвататься за телефон, а вдруг уже пришел хоть смайлик в ответ. И с этим мы тоже справимся. Мы любим вас. Наши смелые, наши сильные, наши надежные. Мы верим в вас, в вашу защиту, в вашу стойкость и мужество. Мы ждем вас с победой. Елена, Киевская область. Вот такое вот пожелание нашим защитникам написала Елена из Киевской области. Доброго вечера из Австрии. Спасибо за информацию. Украине желаем победы в новом году. Мирного неба и здоровья всем. Сейчас еще. З Новим роком! Переможним дуже сподіваємося, в якому здохне бункерна потвора. Ми переселенці з тваринами, яким ви дуже допомогли з евакуацією. Відгукнулись друзі, які просто нас врятували. Дуже дякуємо. Ого! Я поясню для тех, кто не в курсе. Писали из Донецкой области, что они находятся уже практически возле линии фронта. Постоянные обстрелы, но у них было очень много животных. И надо было, не все волонтеры соглашались помочь с эвакуацией семьи с вот этими вот, по-моему, кошки. И кошки или собаки, вот не помню. Если что, напомните, я скажу. И видите, благодаря тому, что через канал я попросил помощи, кто может помочь. И друзья отозвались и вывезли их. У них все хорошо, все животные целы, живы. Я очень рад, что такая помощь пришла вовремя.
Доброго вечора. Я сам з Києва. Дуже вдячний нашим київським захисникам повітря. Вони круті. Але не менш вдячний захисникам усіх наших регіонів. Адже вони дуже добре продовжують, поки через них летять. Всім дякуємо. І ще. Кажіть у відео людям постійно про додаток ЄППО. Треба допомагати з виявленням літючого гімна, адже інколи радари низько не бачать. Відношення до додатку не маю, не рекламую, а вірю в нашу спільну ефективність. Слава Украине! Да, действительно, кстати, я уже давно не говорил, что разработан этот додаток, называется ЕППО. И где надо, там написано, что надо сделать. Надо просто загрузить додаток, навести на летящего шахида или на ракету крылатую и нажать кнопочку на экране. Все. Дальше все додаток делает сам. И эти данные будут учтены в единой системе ПВО страны. И будет определено огневое средство, которое будет поражать этот шахед или ракету. Так работает додаток. Не забывайте, устанавливайте его. И как только сигнал воздушной тревоги, запускайте его в фоновом режиме, чтобы он был в любой момент готов к применению. Чтобы вы могли успеть передать на центральный пост данные, если что-то в нашем небе летит не наше, которое надо срочно сбить. Ну что же, на этом, в принципе, я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда, приглашаю подписаться на мой канал, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео. Огромная благодарность спонсорам и тем, кто поддерживает канал. Благодаря вашей помощи и поддержке у меня есть возможность доносить до вас эту інформацію. Ну а ми з вами продовжуємо вірити Збройним силам України. Перемога за нами. Слава Україні!